Доброе утро! Так, мы в кадр влезли. За нашей спиной домик, в котором мы ночевали. Сегодня 5-й день камина. У нас сегодня день отдыха. Мы идем, не знаю, сколько-то километров до ближайшего города. Нам надо успеть туда дойти до 12. В 12 часов мы садимся на автобус и едем до нашего Лейк-Кейтио, где хотим посетить остров. Если мы на автобус опоздаем, то мы идем пешком 18 километров. День отдыха — это значит не 23, а 21. Да, ну или 19, как повезет. Мы идем по маршруту GR 121. Но тут он же параллельно и рисует нам камина. Вот, например, на дереве камина и GR. Мы шустренько спускаемся в Ондарру. Ну, наш Т9, или как его там, постоянно пишет Ондатра. Поэтому мы спускаемся в Ондатру. Я бы не сказала, что тут идеально путь размечен. Ну, GR есть, но все равно то карту сверять надо, то у кого-то спросить. Ну, так себе размечен, если сравнивать с португальским путем. Может быть, считается, что именно такая должна быть разметка, где нужно думать головой. Ой, давай там присядем. На камни не пойдем спускаться? Басков тут, конечно, вштыривает. Везде независимость, мы независимые. Мы тут не Франция, мы тут не Испания. Уважайте нас. А тем временем мы проходим мимо очередного пляжа, на котором все купаются, а мы идем дальше. Ну что ж делать? Я надеюсь, мы успеем на наш автобус. До него примерно час. Мы уже пришли, а нам надо найти автобусную станцию. Очередной мост через реку. Я думаю, тут даже не нужно гуглить автора. Он узнаваем. Сантьяго Калатрава. Только у него вот такие вот ребра. Говорят, что он не вписывается в пейзаж, этот мост. А по мне так ничего, нормальненько. Вот такой вот пейзажик. В моем путеводителе прям написано: в Ондарре делать нечего. То есть тут только брать автобус и ехать. Вообще тут можно сходить на пляж. Да, вот на пляж. На пляж мы опять... Ну, мы не успеем. У нас автобус через час. Так, давай посмотрим карту. Пойдем вперед. А если что, вернемся. У нас есть время. Сейчас загуглим. Пойдем до середины моста и загуглим. Собачка. Выглядит, как будто это герой какого-то фильма, который я не смотрела. Гавиота. Ну все, дальше рыба и конец. Интересная инсталляция с этими тетеньками.
рыбачками. Я, честно говоря, сначала подумала, что они какую-то одежду рекламируют. А возможно, они просто ждут своих мужей из моря. У нас сегодня день отдыха, поэтому мы сидим на остановке и ждем нашего автобуса, который отвезет к нас в город Лейкейтио. Вот. Мы не читеры, это было запланировано. Ну, хотя запланировано было, что я подумаю, может быть, мы пойдем, может быть, мы поедем. Но так как я решила, мы ни разу на пляж не попали, то мы решили все-таки взять автобус, поехать на автобусе. Все равно день отдыха, сегодня и завтра. Очень тяжело идти. Мы едем в Лейкейтио. У меня написано, что в Андаре смотреть нечего. А тут прикольные мостики. Ну вот этот еще один мостик Сантьяго, скорее всего. И мы проехали вон там вот 2 моста каменных с 3 пролетами. Очень красивые мосты. У нас день отдыха. Мы не читеры. Сейчас будем ездить по деревням. Автобус полупустой. 2 билета стоят 5,80. Нам до конечной. Дорога красивая. Я что-то даже рада, что мы поехали на автобусе. Ну, во-первых, тут очень красиво. А во-вторых, ну, вот нам бы вот эти горы пришлось бы идти пешком. Ну, не все, конечно. Но я так понимаю, через горы трасса-то идет. Мы приехали в Лейкейтио. Очень быстро как-то добрались. Теперь гуляем. Идем смотреть наш остров Святого Николая. Вот такие вот тут улочки. Ой, какой интересный домик. Сейчас я его поближе покажу. Вот так вот. Улицы здесь узенькие везде. Миленько, чудненько. У нас сегодня хотя бы будет нормальный день отдыха. Мы полежим на пляже. Вот такие улочки. На голову бы что-нибудь не скинули. А вот это цель нашего сегодняшнего путешествия. Остров Святого Николая. И вот тот пляж заливается во время приливов. И вот эта вот дорожка, она вся заливается приливом. Ну, сейчас отлив. Я думаю, может, мы еще успеем. Вот так вот. Сейчас мы снимаем днем. Потом посмотрим, как будем снимать вечером. Такая дорожка к острову во время отлива. Тут вроде как нельзя ходить. Уж не выгонят. Yo no, un poquito. Un poquito. Ah, sí, sí, pero Isa no. No, un poquito. Sí, sí, eso Vale. sí, pero es que claro, hay olas. Но вода уже начинает заливать. И скользко. Мечты должны быть сбываться. Я вот на этой дорожке к острову. Ой, круто. Она во время отлива только открывается. Но уже скользко. Круто.
Мы продолжаем тусить на пляже. Началась активная фаза прилива. И вот дорожка, по которой я ходила, ну, по ней уже ходить нельзя. Ее уже активно заливает водой. Вон уже как волны облизывают эту дорожку. Ходить уже нельзя. Но та часть уже почти затопилась. Круто, да? И вот эта вот часть, по которой я гуляла, это уже такая полноводная река. Не очень понятно, как люди попадают. Наверное, через мостик. Вот на тот Мирадор. Это прикольно. Иду. Здесь речка. А вот так вот затапливает дорожку к острову. Где-то волна. Центральная площадь города Лейкейтиоа. Тут, наверное, мэрия. А пойдем в мэрию штамп поставим, если нас пустят? Нет. А что, тебе штамп из мэрии не нужен? Это же самое прикольное, штамп поставить в мэрии. У меня, кстати, было в пожарной части. Мне кажется, сюда вход по билетам. Она какая-то крутая. Мы идем, ищем, где можно бросить наши рюкзаки и пойти снова гулять. Ну, то есть ищем место ночлега. Ночуем мы сегодня в хостеле. Мы идем в наш альберг. Bueno, fresquito, más fresquito. El norte. A ver. ¿Español? Испаньол. Yo no voy a mover. О, сразу комната, круто. Bueno, va a estar tranquilo. Отравес. Это наша комната. И тут так прям замечательно, что я прям офигела. Вот так вот зашли. Зашли. Ну, мы потому что второй раз заходим. И вот зашли. Это шкаф, либо это вторая кровать. И вот такая вот у нас комнатка. Вот с таким вот балкончиком. А у нас из окна туалета. Офигеть. У нас овечки. Ну супер. У меня еще никогда из окна туалета не было видно овечек. Красота. Так, вот так вот мы выглядим. Всем спасибо. Все свободны. Вечером с вами увидимся на пляже. Прилив. Ну, на самую высокую воду мы не успели. Прилив был час назад, самая высокая вода. Сейчас начался отлив. Но все равно дорожки уже. Дорожка под водой. Вот там вот где часть, там вообще пляж был. Ну и вода. Но она вообще, вот смотрю, до куда доходит. Три метра. Когда отлив, то минус 1,4 метра. А когда прилив, то плюс 1,5. Ну, итого получается почти 3.